Всем привет! Есть два типа еды из нормальных. Первый – это повседневная, которую вы готовите каждый день, и она стоит вполне адекватных денег. Второй вид – это ресторанная еда. Она уже стоит довольно дорого, поэтому ходят туда раз или два раза в неделю. Но есть еще третий вид еды. Правда, не знаю, сколько нужно зарабатывать, чтобы есть такое, но все же. В общем, это тот случай, когда берут самые дорогие продукты в мире и пытаются их скомбинировать в одно блюдо. И стоят они, как правило, столько же, сколько и... Так вот, одним из таких блюд является самое дорогое тако в мире. Тако будет приготовлено с японской мраморной говядиной, лангустами, икрой белуги и черными трюфелями. Также оно будет посыпано золотыми хлопьями в 24 карата. И просят они за такое тако 25 тысяч долларов. Как говорится, ставьте лайк, если ваша квартира стоит пару тако. В общем, сегодня попытаемся сделать что-то схожее, но из тех продуктов, которые найдем в супермаркете. Поехали! Там мы купили стейк T-bone, черную икру, правда не белужью, а просто осетровую, черные трюфели, тортильи и, к сожалению, лангуста не нашли, поэтому пришлось заменить его тигровыми креветками. Ну и всякие овощи для соуса. Конечно, в рецепте его нет, но я подумал, что без него будет как-то суховато. И весь этот небольшой набор продуктов обошелся в 2500 гривен, или целых 6000 рублей. Ладно, начинаем готовить. Начнем, пожалуй, с соуса. Очищаем лук и примерно четверть от такой большой луковицы, как у меня, нарезаем кубиком. Помидорки черри отрываем буквально 4 штуки и тоже мелко нарезаем кубиком. Теперь перец чили. Отрезаем хвостик, а основную часть разрезаем на две части. И одну половинку нарезаем. Головку чеснока нужно раздавить и пару зубчиков тоже нарезать. Или просто выдавить через чеснокодавку. И все, что мы нарезали, сыпаем в емкость для погружного блендера. Открываем пачку кориандра, у меня он оказался цельным, поэтому я его перемолол в ступке. Тоже немного добавляем к овощам. Туда же томаты в собственном соку. Вот теперь можно взять блендер и все это хорошо перемесить. Немного покатаем лайм, чтобы внутри нарушить его структуру и сок легче выдавливался. Разрезаем пополам и собственно выдавливаем сок. Только без фанатизма. Осталось добавить соль, сахар для баланса и последний раз все это перемешать. Все, соус сальса готов. Теперь открываем креветки. Это, наверное, самые большие креветки в моей жизни. Ну и самые дорогие. Отрываем креветки голову и сверху надрезаем хитин. Достаем мясо и смотрим, есть ли пищевод. Если нашли, то достаем. У этих креветок он чистый. Хитин от креветок не вздумайте выбрасывать. Включаем огонь, ставим сковородку и добавляем кусок сливочного масла. Сразу же на сковородку забрасываем хитин. Огромное количество креветочного вкуса именно в нем, поэтому пусть отдает его масло. Ждем, пока сковородка разогреется, и отправляем туда наши креветки. Обжариваем их по минуте с каждой стороны. Все, креветки готовы. Переходим к трюфелю. Вот эта маленькая штучка стоит 600 гривен, или почти 1500 рублей. Я решил попробовать кусочек, и на вкус это как сырость. Просто вкус сырости. Его готовить не нужно, просто натираем на мелкой терке. Примерно половину гриба. Следующий продукт это стейк T-bone. Открываем его и хорошо солим с двух сторон. К слову о том, что нужно солить после приготовления стейка. Не знаю, я пробовал, мне больше понравился этот вариант. Ждем минут 7 для того, чтобы стейк просолился внутрь, и счищаем лишнюю соль. На сковородку выливаем оливковое масло и на максимальном огне ждем, пока она разогреется. После чего переносим стейк и засекаем 2 минуты с одной стороны, 2 минуты со второй. Сразу же перекладываем стейк со сковородки на противень и в заранее разогретую духовку до 180 градусов, минут на 8. Все, нарезаем стейк тонкими полосками и видим там прожарку medium rare. Поверьте мне, это самая вкусная прожарка. Но если вы такое не любите, то держите в духовке минут 10. Будет просто medium. Ладно, открываем тортильи, но в таком виде они слишком мягкие. Поэтому немного обжарим на сковородке с двух сторон. Лепешка будет надуваться, это вполне нормально. И пока она горячая, нужно закрепить в той форме, в которой хотите, чтобы она осталась. Теперь черная икра. Открываем ее. Это пастеризованная черная икра. Не знаю, мне она понравилась больше, чем та, которую брал на Новый год. Можно начинать собирать наше дорогущее тако. Сначала в лепешку выкладываем креветки. Сверху на них немного нашего соуса сальса. Дальше пару пластинок мяса. Наш натертый трюфель. Черная икорка. Прям много, мы же делаем самое дорогое тако. И пищевое золото, оно у меня осталось после видео с бургером. Вот оно, собственно, и готово. Можно пробовать. На самом деле, пока я все это готовил, относился к этому тако скептически. Я особо не представлял, как будет сочетаться икра, мясо, креветки. Но после этого укуса я так обалдел. В общем, объясняю. Если ты берешь бургер и кусаешь, то чувствуешь все ингредиенты по отдельности.
А здесь все это сливается в один вкус, причем супер необычный и очень вкусный. То есть рецепторы такие: обалдеть, как вкусно! Что это? В общем, стоит ли оно своих денег? Нет, вряд ли, очень дорого. Если бы в ресторане такое продавали, то я бы купил, гривен за 600 такую штуку раз в месяц максимум. А так оно стоит 2,5 плюс за золото 200 гривен. Получается 2700 гривен или 6500 рублей. Вот такое видео получилось. Если оно вам понравилось, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Также подписка на Инстаграм. Всем пока.